Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. И сегодня я хочу поделиться с вами идеей, которая будет полезна не только вам, но и вашим деткам. Речь идет о вязаной подставке под очки. Да-да, это не только мило, но и очень практично. В моем новом видео я покажу, как связать стильную подставку под очки своими руками. Вы можете выбрать любые цвета и украшения, чтобы она понравилась вашему малышу. Дети часто теряют очки или кладут их в самые неожиданные места. С такой подставкой очки всегда будут на своем месте. А еще это отличный способ приучить ребенка к порядку. Для такой подставки я использовала пряжу Alize Cotton Gold в 100 граммах 330 метров, 55% хлопка, 45% акрила. Номер цвета данной пряжи 262. Также для носика и для глазок нам понадобится белый и черный цвет. К сожалению, по названию пряжи сказать ничего не могу. У меня были вот такие небольшие остатки. И крючок я буду использовать номер 3,5. А также нам еще понадобятся маркеры, игла для пришивания деталей, немного вашей фантазии и хорошего настроения. Это быстро и просто, даже для начинающих. Вы можете сделать подставку в виде любимого персонажа ребенка или просто украсить ее цветочками или мордашками. Это отличный подарок ручной работы для друзей и родственников. Если вам понравилась такая идея вязаной подставки под очки, то не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы. Итак, как рассчитать размеры подставки на примере моих очков? Мои очки в длину примерно 15 сантиметров и ширина примерно 5 сантиметров. Я длину отнимаю от ширины, то есть длина 15 сантиметров, отнимаю ширину 5 сантиметров, и у меня получается 10 сантиметров. То есть изначально мы будем вязать цепочку из воздушных петель, равную 10 сантиметрам. Итак, вяжем цепочку из воздушных петель. Петли набираем удобным для вас способом. Итак, я высчитала, что мне нужна цепочка из воздушных петель, равная 10 сантиметрам. В 10 сантиметрах у меня получается 17 воздушных петель. Дальше делаем одну воздушную петлю и вставляем крючок во вторую петлю от крючка. Первую пропускаем. Эту петлю мы потом отметим маркером. Во вторую вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Теперь вот эту воздушную петлю, которую мы делали, мы отмечаем маркером. Дальше провязываем в каждую петельку по одному столбику без накида, не довязывая последнюю петлю. Первый столбик провязали. Дальше второй. Третий. Четвертый.
Провязываем до конца цепочки, не довязывая последнюю петлю. Итак, я провязала 16 столбиков без накида. В последнюю петлю воздушной цепочки провязываем 3 столбика без накида. Первый. И сразу разворачиваемся. Второй. И еще один. Третий. И теперь первую из этих 3 петель мы отметим маркером. В следующем ряду в эту петлю мы будем делать прибавку. Теперь разворачиваемся и по другой стороне мы тоже провязываем 16 столбиков без накида и сразу кончик от рабочей нити пытаемся ввязать. Итак, в эту петельку мы провязали прибавку, вставляем крючок в следующую. И начинаем вывязывать по одному столбику без накида. Шестнадцатый столбик без накида провязываем в последнюю петлю предыдущего ряда. И теперь вставляем крючок в ту петельку, где у нас был маркер, и провязываем сюда 3 столбика без накида. Итак, провязали 3 столбика без накида в одну петлю и последнюю петельку отмечаем маркером. Далее провязываем 16 столбиков без накида до следующего маркера. И провязываю 16 столбик без накида перед маркером. Далее маркер убираю и в следующие 3 петли мы провязываем прибавку. Прибавка — это когда в одну петельку мы провязываем 2 столбика без накида. Провязываем первый столбик без накида и сразу же этот столбик отмечаем маркером. Сюда же в эту же петельку провязываем второй. Дальше во вторую петлю делаем прибавку. Первый столбик и второй. И еще одна прибавка. Первый столбик и сюда же второй. Дальше провязываем 16 столбиков без накида. Провязываю 16 столбик без накида, и у нас остается 3 петли, последняя петля, третья с маркером. В эти 3 петли мы должны сделать прибавку. В первую петлю провязываем 2 столбика без накида. Во вторую петлю прибавка 2 столбика без накида. И маркер убираем. Сюда провязываем 2 столбика без накида. И последнюю петлю отмечаем маркером. Вяжем следующий ряд. Опять провязываем до маркера 16 столбиков без накида. Шестнадцатый столбик провязываю перед маркером. Дальше мы начинаем провязывать прибавки, вяжем их следующим образом. В ту петлю, где у нас был маркер, провязываем 2 столбика без накида. Первый, сразу же его отмечаем маркером. И сюда же еще один. Дальше следующая петля 1 столбик без накида. В следующую петлю провязываем 2 столбика.
следующая петля 1. И еще раз следующую петлю мы провязываем 2 столбика. И в следующую петлю провязываем 1 столбик без накида. Дальше провязываем 16 столбиков без накида. Провязываю 16 столбик без накида. Дальше провязываем прибавки. В следующую петлю провязываем 2 столбика. Дальше 1. В следующую петлю провязываем прибавку. 2 столбика в одну петлю. В следующую петлю 1 столбик. И у нас остается 2 петли, одна свободная и одна с маркером. В эту петельку провязываем 2 столбика без накида. Это у нас прибавка. Маркер убираем, провязываем столбик без накида. И сразу же маркер возвращаем на место. Вяжем следующий ряд, провязываем до маркера 16 столбиков без накида. Провязываю 16 столбик без накида. Далее вяжем следующим образом. Начиная с той петли, где у нас был маркер, мы провязываем 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка и еще раз 2 столбика, прибавка. Итак, провязываем 2 столбика в каждый по одному. В третью петлю провязываем прибавку. Еще раз 2 столбика в каждый по одному. В третью петлю провязываем прибавку. И повторяем еще раз 2 столбика в каждый по одному. В третью петлю провязываем 2 столбика без накида. Это прибавка. Далее провязываем 16 столбиков без накида. Дальше здесь вяжем точно так же 2 столбика прибавка, 2 столбика прибавка и 2 столбика прибавка. Провязываем 2 столбика, третью петлю прибавка, еще раз 2 столбика, третью петлю прибавка и последний раз 2 столбика, в петлю с маркером провязываем прибавку. Вяжем следующий ряд, провязываем до маркера 16 столбиков без накида. Провязываю 16 столбик без накида и со следующей петли делаем прибавки следующим образом. Маркер убираем, в эту петлю провязываем прибавку, провязываем 2 столбика. Первый провязали, сразу же возвращаем маркер на место и сюда же второй столбик. Дальше 3 петли, в каждую петлю по одному. Первый, второй
третий. И повторяем еще 2 раза. Прибавка 3 столбика, прибавка 3 столбика. Итак, в следующую петлю прибавка. Раз, сюда же 2. И теперь 3. В каждой по одному. И еще раз повторяем. Прибавка. Сюда же 2. И теперь 3. В каждой по одному. Раз, 2, 3. И далее провязываем 16 столбиков без накида. Провязываю 16 столбик без накида. Дальше провязываем прибавки. Прибавка 3 столбика, прибавка 3 столбика, прибавка 3 столбика. Итак, в следующую петлю провязываем 2 столбика. Первый, сюда же 2. Дальше 3 столбика, в каждой по одному. Первый, 2 и 3. Дальше в следующую петлю прибавка. Первый и сюда же 2. Теперь 3, в каждой по одному. И еще раз повторяем. Следующую петлю прибавка. И 3 столбика, в каждой по одному. Первый, 2 и 3 столбик мы провязываем в петлю с маркером. Маркер возвращаем на место. Вяжем 16 столбиков без накида до маркера. Провязываю 16 столбик без накида. Со следующей петли прибавки делаем следующим образом. Сначала провязываем 2 петли в каждую петлю по одному столбику. Первый, сразу маркер, 2. Дальше в третью петлю провязываем прибавку. Вяжем 2 столбика. Следующие 2 в каждую по одной. Раз, 2. У нас получается 2 столбика, прибавка, 2 столбика. Повторяем еще 2 раза. Провязываем 2 столбика, в каждой по одному. В третью петлю вяжем прибавку, то есть 2 столбика без накида. И 2 столбика в каждой по одному. И еще раз 2 столбика в каждой по одному. В третью петлю прибавка, 2 столбика провязываем. И остается 2 столбика в каждой по одному. Дальше провязываем 16 столбиков без накида. Провязываю 16 столбик. Дальше делаем прибавки следующим образом. 2 столбика, прибавка, 2 столбика. Повторить нужно 3 раза. Итак, провязываем 2 столбика в каждой по одному. В третью петлю прибавка. В одну петлю провязываем 2 столбика.
И дальше опять 2 столбика, в каждый по одному. И еще раз 2 столбика. В третью петлю прибавка. Два столбика. И еще раз 2 столбика. В третью петлю прибавка. Провязываем 2 столбика в одну петлю. И остается 2 столбика, в каждой по одному. Маркер убираем. Провязываем последний столбик. И сразу же возвращаем его на место. И вяжем следующий ряд. Провязываем до маркера 16 столбиков без накида. Провязываю 16 столбик без накида. И со следующей петли делаем прибавку следующим образом. В ту петлю, где у нас был маркер, провязываем прибавку. Провязываем 2 столбика без накида. Дальше 5 столбиков в каждой по одному. Раз, два, три, 4, 5. Повторяем еще 2 раза. Следующую петлю прибавка. 2 столбика провязываем. Дальше 5 столбиков в каждой по одному. Раз, два, три, 4, 5. Не забываем отмечать начало прибавок маркером. И делаем еще раз. Прибавка. И 5 столбиков каждый по одному. Дальше провязываем 16 столбиков без накида. Провязываю 16 столбик без накида и вяжем прибавки точно так же. Прибавка 5 столбиков, прибавка 5 столбиков. Следующую петлю провязываем 2 столбика без накида. Дальше 5 столбиков в каждой по одному. Еще раз прибавка. Пять столбиков в каждый по одному. И еще раз прибавка. И дальше 5 столбиков в каждый по одному. Пятый столбик мы должны провязать в петлю с маркером. Вяжем следующий ряд, провязываем 16 столбиков без накида.
И провязываю 16 столбик без накида. И со следующей петли провязываем таким образом: 3 столбика прибавка, 3 столбика. Повторяем 3 раза. Итак, начиная с той петли, где у нас был маркер, провязываем 3 столбика в каждый по одному. Дальше в следующую петлю прибавка. Вяжем 2 столбика. Дальше 3 столбика в каждой по одному. И еще раз 3 столбика в каждый по одному. В четвертую петлю прибавка. Провязываем 2 столбика. Дальше 3 столбика и еще раз 3 столбика в каждый по одному. В следующую петлю прибавка. Провязываем 2 столбика и 3 столбика в каждый по одному. Дальше провязываем 16 столбиков без накида. Провязываю 16 столбик без накида. И точно так же начинаем делать прибавки. 3 столбика прибавка, 3 столбика. Сначала 3 столбика в каждый по одному. В следующую петлю прибавка. И 3 столбика в каждый по одному. Еще раз 3 столбика. Следующий столбик прибавка. Провязываем 2 столбика. Дальше 3 столбика в каждый по одному. И повторяем последний раз. И третий столбик в петлю с маркером. Донышко готово. Итак, мне по ширине уже достаточно. Дальше я буду подниматься вверх и вязать небольшие бортики. Итак, на последнюю петлю одеваем маркер. Дальше следующий ряд мы будем вязать без прибавок и будем вязать за передние стеночки петли столбиками без накида. Итак, если мы посмотрим вот так сверху на косичку, петля у нас имеет заднюю полупетлю и переднюю полупетлю. Этот ряд мы будем вязать за передние полупетли. Итак, подхватываем следующую петлю за переднюю стеночку и провязываем столбик без накида. И провязываем таким образом по кругу до конца ряда. Петли захватываем только за переднюю полупетлю.
Провяжите этот ряд до конца самостоятельно. Итак, мы провязали по кругу столбиками без накида. Маркер убираем, провязываем последний столбик. В следующую петлю вставляем крючок и провязываем соединительный столбик. И далее следующий ряд мы будем вязать таким образом. Слегка приподнимаем петельку и вязание разворачиваем. Будем вязать в другую сторону. Сразу тут же вот в первую петельку вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Дальше мы делаем накид и будем вязать полустолбик. Следующая наша петелька, вот она. Но мы вставляем крючок на ряд ниже и провязываем полустолбик. Провязываем сразу все 3 петли на крючке. И теперь будем чередовать эти 2 столбика. В следующую петельку вставляем крючок, провязываем столбик без накида. Дальше полустолбик. Делаем накид. Вот она, следующая наша петелька, следующий наш столбик, но мы опускаемся на ряд ниже. Как раз у нас отверстие перед рядом, который мы вязали за переднюю стенку. Вот сюда вот вставляем крючок и провязываем все 3 петли на крючке. Дальше следующий столбик без накида. Следующий провязываем полустолбик. Вот она петля в этом ряду, а мы опускаемся на ряд ниже. Полустолбик. И вот таким образом у нас получается. И далее мы продолжаем так чередовать до конца ряда. Столбик без накида. Делаем накид, вставляем крючок на один ряд ниже и провязываем полустолбик. Провяжите таким образом по кругу без прибавок до конца ряда. Итак, мы довязали до конца ряда, и теперь нам нужно ряд соединить. Вставляем крючок в самую первую петлю, захватываем обе стеночки, и переднюю, и заднюю, и провязываем соединительный столбик. Вот таким образом у нас получается. И дальше смотрите сами, можно оставить так, но я провяжу еще один ряд точно таким же способом. Итак, делаем одну воздушную петлю, в следующую петлю вставляем крючок, провязываем столбик без накида. И вот мы провязывали столбик без накида, мы вставляем крючок не вот в эту петлю, а на один ряд ниже и провязываем полустолбик. Дальше в следующую вставляем сюда, провязываем столбик без накида. Дальше опускаемся на один ряд ниже. Смотрим, вот наш столбик в предыдущем ряду, и мы вставляем крючок в основание этого столбика. Провязываем полустолбик, все 3 петли на крючке вместе. И чередуем так до конца ряда. Итак, вот таким образом это получается. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно. Итак, мы довязали до конца ряда и делаем соединительный столбик. Я думаю, что этой высоты будет достаточно, но если вам захочется сделать бортики повыше, вы можете еще провязать несколько таких же рядов. Дальше мы нитку отрезаем, закрепляем и хвостик прячем. Дальше будем вязать ушки. Так, далее мы вяжем ушки, делаем кольцо амигуруми. Вот такой круг у нас должен получиться. В этот круг мы будем провязывать 6 столбиков без накида. Для начала делаем одну воздушную петлю,
Дальше вставляем крючок в круг и провязываем первый столбик без накида, второй, третий. Первую петлю отмечу маркером. Четвертый, пятый и шестой. Дальше это кольцо нам нужно затянуть. Держим все петли, которые мы провязали, и аккуратненько стягиваем в кольцо. Вот так у нас должно получиться. Дальше этот кончик пытаемся ввязать. Теперь в следующем ряду в каждую из этих 6 петель нам нужно сделать прибавку. Маркер снимаем, вставляем крючок там, где у нас был маркер, укладываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. И сразу же эту петлю отмечаем маркером. Дальше сюда в эту же петельку провязываем второй столбик без накида. Это у нас первая прибавка. Дальше во вторую петлю провязываем 2 столбика без накида. Первый и сюда же в эту же петлю второй. Дальше в третью петлю третья прибавка. Провязываем также 2 столбика без накида. В четвертую петлю провязываем четвертую прибавку, 2 столбика. Дальше пятая прибавка. И в последнюю шестую петлю провязываем шестую прибавку, 2 столбика без накида. Кончик от рабочей нити можно отрезать. Дальше следующий ряд вяжем таким образом. Вставляем крючок в петлю, которая была с маркером, и провязываем столбик без накида. Вставляем маркер. Это мы провязали первый. Дальше провязываем второй столбик без накида, третий столбик без накида, четвертый, пятый. В шестую петлю делаем прибавку, провязываем 2 столбика без накида. И еще раз повторяем, 5 столбиков прибавка. И в шестой столбик вяжем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше следующие 2 ряда провяжем без изменений. Сейчас у нас по кругу 14 петель. Первый столбик без накида отмечаем маркером, чтобы нам не запутаться. И вяжем по кругу просто столбики без накида. Второй. Третий. И 14. И провяжем еще один ряд без изменений. 14 столбиков без накида по кругу. Провяжите этот ряд до конца самостоятельно. Провязываю 14 столбик без накида. Маркер убираем, соединяем 2 половинки вместе и провязываем следующим образом. Захватываем с передней половинки полностью всю петлю и вставляем крючок в заднюю половинку ушка и провязываем столбик без накида. Дальше следующую пару ищем.
с передней половинки ушка и с задней половинки ушка. Провязываем столбик без накида. И еще раз. С этой стороны, столбик без накида. И провязываем так до конца. Оставляем рабочую нить, чтобы нам сразу пришить потом ушки. Закрепляем. Дальше что мы делаем? Вставляем крючок в самую первую петельку и вот таким образом продеваем крючок, захватываем рабочую нить и продеваем через эти все петли, вытягиваем и ушко стягиваем. Вставляем рабочую нить в иголку и фиксируем ушко. Вяжем таким же образом второе ушко и будем пришивать их потом к подставке. Итак, дальше мы будем вязать глазки. Беру черную ниточку. Ниточка у меня тоненькая. Номер крючка оставляю тот же, 3,5. Делаем кольцо амигуруми. Провязываем одну воздушную петлю. И дальше в это кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Колечко затягиваем. Далее в каждую из этих 6 петель мы делаем прибавку. Вставляем крючок в первую петельку и провязываем 2 столбика без накида. Во вторую петлю также провязываем 2 столбика без накида. В третью петлю 2 столбика без накида. В четвертую петлю 2 столбика без накида. В пятую провязываем 2 столбика без накида. И в шестую петлю провязываем 2 столбика без накида. У нас по кругу получилось 12 петель. И теперь провязываем 12 соединительных столбиков. Вставляем крючок в следующую петельку, захватываем рабочую нить и продеваем сразу через петлю на крючке. Первый, второй и 12. В центре отверстия хорошенько затягиваем, петельку затягиваем и оставляем нить для пришивания. Делаем кольцо амигуруми. В этот круг мы будем провязывать 6 столбиков без накида. Для начала делаем одну воздушную петлю и провязываем. Теперь в следующем ряду в каждую из этих 6 петель нам нужно сделать прибавку. Дальше следующий ряд вяжем таким образом. Провязываем столбик без накида. Это мы провязали первый. Дальше провязываем второй столбик без накида.
Третий столбик без накида, четвертый, пятый. В шестую петлю провязываем прибавку. И еще раз повторяем: 5 столбиков прибавка. Дальше следующие 2 ряда провяжем без изменений. Сейчас у нас по кругу 14 петель. И вяжем по кругу просто столбики без накида. И провяжем еще один ряд без изменений. 14 столбиков без накида по кругу. Провяжите этот ряд до конца самостоятельно.
Если вам понравился мастер-класс, то поставьте лайк этому видео. Если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. А также не забудьте поделиться этим видео с друзьями в любой из ваших социальных сетей. Вяжите с удовольствием. Всем удачи и до новых встреч!